Представьте на секунду одну странную вещь. Гигантский астероид летит через космос и врезается в планету. Происходит колоссальный взрыв. Огромные облака раскаленного вещества разлетаются во все стороны. Энергия сопоставима с миллионами ядерных бомб. Но если бы вы находились рядом, вы бы ничего не услышали. Ни взрыва, ни удара, ни даже малейшего звука. Космос абсолютно тихий. И это кажется странным, ведь во всех фильмах мы слышим взрывы космических кораблей, рев двигателей и грохот столкновений. Но в реальности космос — это одно из самых тихих мест во всей Вселенной. Почему так происходит? Почему в космосе нет звука? Чтобы понять это, нужно сначала разобраться, что такое звук на самом деле. Большинство людей думает, что звук — это просто шум. Но на самом деле звук — это физическое явление. Звук — это колебание. Когда что-то движется или ударяется, оно начинает вибрировать. Эти вибрации передаются окружающей среде, воздуху, воде или любому другому веществу. Представьте гитарную струну. Когда вы ее дергаете, струна начинает колебаться. Эти колебания передаются воздуху вокруг нее. Воздух начинает слегка сжиматься и расширяться. Эти маленькие волны давления распространяются во все стороны. Когда они достигают наших ушей, барабанная перепонка начинает вибрировать. Мозг переводит эти вибрации в то, что мы называем звуком. Музыка, речь, шум ветра — все это просто колебания воздуха. Но здесь появляется важный момент. Чтобы звук распространялся, ему нужна среда. Ему нужно что-то, через что он может двигаться. Воздух, вода, металл, стекло. В этих веществах частицы расположены достаточно близко друг к другу, чтобы передавать колебания дальше. Представьте цепочку домино. Если вы толкнете первую плитку, она ударит вторую, вторая — третью, и так волна движения проходит через всю цепочку. Звук распространяется примерно так же. Частицы вещества передают колебания друг другу. Но что произойдет, если между плитками домино будут огромные расстояния, если между ними будет пустота? Цепочка перестанет работать. Именно это происходит в космосе. Космос почти полностью состоит из вакуума, а вакуум — это пространство, где практически нет частиц. В обычном воздухе вокруг нас содержатся триллионы молекул в каждом кубическом сантиметре. В космосе их может быть всего несколько, иногда меньше одной. Представьте огромный стадион, где должна передаваться волна аплодисментов, но на трибунах сидит всего 5 человек. Попробуйте передать волну, она просто исчезнет. Вот почему звук в космосе не распространяется. Там почти нет частиц, которые могли бы передавать колебания дальше. И это означает, что даже самые мощные события во Вселенной происходят в полной тишине. Взрывы сверхновых, столкновения галактик, падение астероидов на планеты. Эти события высвобождают невероятную энергию, но если бы вы находились рядом в открытом космосе, вы бы увидели ослепительную вспышку и абсолютную тишину. Это кажется противоестественным для человеческого мозга. Мы привыкли, что каждое большое событие сопровождается громким звуком, но Вселенная работает иначе. Иногда самые грандиозные события происходят без единого звука. Но здесь есть интересный нюанс. Некоторые люди думают, что в космосе совсем нет звуков. На самом деле это не совсем так. Если два объекта находятся внутри одной среды, звук может существовать. Например, внутри космического корабля. Внутри корабля есть воздух, поэтому астронавты могут разговаривать, слышать шаги и даже слушать музыку. Но стоит выйти в открытый космос, и все исчезает. Именно поэтому космонавты используют радиосвязь. Когда они разговаривают друг с другом во время выхода в открытый космос, звук не передается напрямую. Голоса переходят в радиосигналы. Эти сигналы передаются через вакуум и затем снова переводятся в звук внутри шлема другого астронавта. Фактически они не слышат друг друга напрямую, они слышат электронную передачу звука. Но космос скрывает еще одну странную особенность. Хотя звука там нет, волны все равно существуют. Например, электромагнитные волны.
Свет — это тоже волна. Но отличие от звука, свету не нужна среда. Он может распространяться через пустоту. Именно поэтому мы можем видеть звезды, которые находятся на расстоянии миллионов и даже миллиардов световых лет. Их свет путешествует через почти абсолютную пустоту. Но звук так не умеет. И все же иногда ученые находят способы услышать космос. Звучит странно, но это правда. Астрономы могут превращать космические данные в звук. Например, когда телескопы фиксируют колебания газа вокруг черных дыр или в скоплениях галактик. Эти колебания можно перевести в диапазон, который способен услышать человек. В результате получается нечто похожее на космическую музыку. Одним из самых известных примеров стал звук из центра скопления галактик в созвездии Персея. Там находится гигантская черная дыра. Она создает колоссальные колебания в горячем газе вокруг себя. Ученые перемели эти колебания в звуковую форму, и получился один из самых низких звуков, когда-либо зарегистрированных. Его частота настолько низка, что человеческое ухо не способно услышать его напрямую. Но если ускорить запись, получается глубокий, жуткий космический гул. Фактически, Вселенная действительно может звучать, просто наши уши не способны услышать ее напрямую. Но давайте вернемся к самому странному моменту. Представьте, что вы стоите на поверхности Луны, рядом падает огромный метеорит, происходит мощный удар, поднимается облако пыли, камни разлетаются во все стороны. Но если вы стоите в нескольких сотнях метров и на вас нет шлема с воздухом, вы ничего не услышите. Полная тишина. Это выглядит почти как немое кино. Именно поэтому реальные записи космических миссий кажутся такими спокойными. Нет оглушительных звуков, нет громких взрывов, только тихие голоса астронавтов и шум оборудования внутри корабля. Но космос хранит еще одну парадоксальную особенность. Иногда тишина может быть обманчивой, потому что если бы вы оказались в атмосфере другой планеты, все изменилось бы. Например, на Венере. Атмосфера Венеры в 90 раз тяжелее земной, звук там распространяется гораздо эффективнее. Если бы вы могли стоять на поверхности Венеры, вы бы услышали невероятные странные звуки. Глухие удары, медленные низкие вибрации, даже ветер звучал бы иначе. А на Титане, спутнике Сатурна, звук распространяется еще интереснее. Из-за плотной атмосферы и низкой гравитации звуковые волны могут медлиться дальше и медленнее. Ваш голос там звучал бы намного глубже и страннее. Но в открытом космосе все возвращается к абсолютной тишине. И в этом есть нечто по-настоящему удивительное. Мы живем на планете полной звуков. Шум городов, ветер, океан, музыка. Но всего в нескольких сотнях километров над нашими головами начинается мир, где все это исчезает. Мир полной тишины. И, возможно, именно поэтому космос кажется таким загадочным. Он огромен, он невероятно мощен, в нем происходят события, которые невозможно представить, но при этом он остается безмолвным. Гигантские взрывы происходят без звука, столкновения галактик проходят в полной тишине, даже смерть звезды не сопровождается ни одним звуком. Вселенная может быть самым грандиозным шоу, которое когда-либо существовало, но это шоу проходит без единого аплодисментов. И в этом есть нечто по-настоящему космическое. Если вам нравятся такие космические парадоксы и тайны Вселенной, обязательно поставьте лайк этому видео. Это помогает алгоритму YouTube показать его большему количеству людей. И напишите в комментариях один интересный вопрос. Как вы думаете, если бы человек оказался в открытом космосе без скафандра на несколько секунд, услышал бы он хоть что-нибудь? Ответ может вас удивить. И, конечно, подпишитесь на канал, потому что впереди еще много невероятных фактов о космосе, которые звучат как научная фантастика, но на самом деле являются реальностью нашей Вселенной.